Так, сообщение. Административная дирекция. Это по поводу штурмовиков, по поводу вагона, да? Ой, все-таки явился. Отстань ты! Куда? Отстань, кому говорю! Нет, что-то ты долго не приходил, Тадмавриэль. Какое-то уж больно удивительное совпадение. Да что ж тут удивительного? Я буквально получаю все твои сообщения с рабочего планшета. Да, пипец, Вальдхар капут. Это даже не догадка, это буквально предыдущая серия. Старина Пит, который, чтобы хоть как-то не спалить поломку вагона организации, перевел тему на Лысого. Ну, на Вальдхара. Правда, не учел одного маленького но. Нам бы очень не хотелось, чтобы о Вальдхаре кто-то знал. Винить Пита здесь не за что, он тупо был без понятия, но давайте подытожим. Первое, вагон организации поломан. И второе, ко мне 100% придут расспрашивать о Вальдхаре. Что я им скажу? Мне даже нечем крыть себя. Короче, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы немного спалились. Да-да, Вальдхар, персонаж, о котором организация даже не знала, спалился. И так уж получается, что из-за этого наши планы могут пойти по жопе. Это плохо. Не надо быть пророком, чтобы понять, да, к нам скоро придут, и да, нам будут задавать самые неудобные вопросы, на которые мы не сможем защищаться. Конец. А если проще, то полная задница. Короче, напомню, Пит все рассказал мне, мы рассказали все Лае и Вальдхару, и прямо сейчас договорились ждать реакции организации. Реакцию на поломку вагона и Лысого. Что ж, интересно, что будет. Пока что, наверное, одеваемся. И вот опять подвешенное состояние. Жду, пока появится Тадмавриэль, а сам при этом ничего сделать не могу. Или жду, пока напишут из организации, которые... Кстати, если честно, я уже даже начинаю переживать. Почему они так долго не сообщают о поломке вагона? Может быть, Пит все-таки просчитался, и они сумели устранить проблему? Или дело в другом? Может ли быть такое, что они обеспокоены проблемой, и поэтому им нужно, ну, типа, больше километров на обдумывание... Решают, как это преподнести сотрудникам и бла-бла-бла. Лая вроде бы говорила, что наш план в идеале должен привести к росту недовольства. Там, в Синклите. Поэтому, да. Долгое молчание — это либо знак того, что наш план все-таки провалился, либо... свидетельство нашей победы. Хотя, конечно, да. Более вероятен провал, учитывая масштабы организации. Молодец, Ложка. Сам себя успокоил и обнадежил. Да. Куда мне в итоге деть-то себя? Не уверен, что смогу сосредоточиться на чтении. Хотя, кстати, литература из архива организации явно гораздо ближе описывает реальные события, чем литература Архея. Из того, что я прочитал, пока что все точно совпадает с рассказом Тадмавриэля. Есть даже некоторые дополнительные детали. Ну-ка... про Тадмавриэля. Оказывается, Тадмавриэль, когда уже стал богатым скинтовым магнатом, завел у себя во дворе воплощенную собаку и парочку воплощенных крыс. То есть все-таки да, ему было очень скучно. Без подпитки от Играселя у него уже не было сил, чтобы поддерживать огромную армию. Но почему-то он все-таки решил завести таких питомцев, хотя реальной пользы от них ему явно было никакой. Может ли быть такое, что ему все-таки было немного одиноко? Или я просто выдумываю? Ну нет, кстати, я не думаю, что выдумываешь. Вообще, скорее всего, ему просто нравилось иметь напоминание о том, что он все еще может контролировать других. Не только с помощью денег и манипуляций, но и с помощью своей силы. Да не, мне кажется, одиночество. Но оно кого угодно сведет с ума, не? О, господи. Да. Кажется, вот этот вариант был бы куда больше похож на правду. Не знаю, правда, что мне делать с этой информацией. Но, по крайней мере, из этих архивных материалов я получил доказательства. Доказательство того, что Тадмавриэль рассказал правду. Можно было бы попробовать почитать еще, вдруг там что-то найдется, но... Нет, я уже сказал, не могу сосредоточиться на чтении. Есть вещи поважнее, например, вот, Вальдхар. Теперь ему точно опасно появляться у меня в бункере. Ну а вдруг что-то произойдет? Вдруг ему понадобится лечение, или у него там, не знаю, бункер поломается?
Наверное, я могу спрятать Вальдхара в секретном модуле, но для этого нужно сначала как-то попасть в бункер незамеченным. И вот на этом моменте, наверное, пригодится гараж. Нифига себе цепочка мыслей. Так, давай сразу проверим задание. Дилемма конспирологов. Построить гараж, улучшить секретный модуль до 2-го уровня. О, это столько ресурсов наверняка. Что тут написано? Короче, мы с Вальдхаром, в основном, конечно, Вальдхар, излишне пренебрегали собственной, особенно его, Вальдхара, безопасностью. И теперь организация в курсе о его существовании. Неизвестно, как она на это отреагирует, но нам совершенно точно необходимо предпринять меры, чтобы Вальдхара не смогли обнаружить. Понятно, что на данный момент мой бункер — это единственное надежное укрытие. Если что-то случится, Вальдхару может понадобиться укрыться у меня, но это должно пройти абсолютно незаметно для организации. Ага, то есть, опять же, построить гараж. Мы это уже вроде читали. Введите 1. Построить новую комнату. Да, построить новую комнату, бла-бла-бла, первый гараж. И тут требуется 13 тысяч опыта, бляха. Ох, ну... На самом деле все это у меня есть, наверное, все кроме дерева. А нет, самое тяжелое — это гладкий камень. Нам понадобится просто накопать много-много обычного булыжника и... Не буду тянуть, поехали. Работа выполнена, все ресурсы собраны. Построить! А ну-ка, что же в итоге это за гараж такой? Мы типа будем в лифт загонять машину, и она будет спускаться? Куда бьешь? Откуда у тебя, кстати, конусы? О, да, реально, смотри, прям лифт. Задание дилемма конспирологов обновлено. Да, сейчас на всякий случай проверим. Здесь ничего не появилось. Как это работает в итоге действительно? Подняться в гараж лифт, подняться в гараж тоже лифт. Знаешь, я, наверное, попробую действительно, а почему бы и да. Нажимаем. О, прикольно. Ой, тут даже немножко подлагивает. Что мне? Как это открыть? Наверное, ключи от гаража нужно использовать. Сюда! И плевать, что это другие ключи. Где я? Офигеть! Это то самое здание! Это все это время можно было переоборудовать в гараж. Круто придумали. То бишь я могу заехать, спустить машину в бункер и чисто по бункеру там гонять. Вот это что-то новое. Давай сразу проверим секретный модуль. Мне нужен 2-й уровень, материалы. Блин, настолько просто. Ну, это на самом деле хорошо. Новое уведомление, сейчас проверим. Так, сообщение. Административная дирекция. Тема: приостановка всех внешних процессов. Это по поводу штурмовиков, по поводу вагона, да? Вниманию всех сотрудников полевых департаментов. В связи с поломкой в распределительно-телепортационном вагоне отдела исполнения решений, Совет директоров постановил полностью приостановить все внешние процессы организации. В силу того, что все внешние процессы напрямую или косвенно связаны с деятельностью отдела исполнения решений, осуществлять которую на данный момент представляется невозможным, распределительно-телепортационные вагоны остальных отделов временно деактивированы. Получается, все не работают, даже остальные отделы. Ух ты ж, нифига себе! Департаменты, выполняющие функции внутреннего обслуживания, продолжают осуществлять свою деятельность в штатном режиме. О любых изменениях в режиме работы полевых департаментов все сотрудники будут немедленно уведомлены по корпоративной почте. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение. Окей. Да ладно, серьезно? Это реально получилось, что ли? Вот это новости. Так, ладно. Надо срочно рассказать об этом Лайи. Погоди, а как же секретный модуль? О, привет. Хотя ладно, плевать, наверное, на секретный модуль. Надеваем, далее прописываем пруну. И... Лая. Пожалуйста. Ну нет, ну как всегда. Черт, вернусь позже. Или, стоп, нет. Я мог бы дать ей понять, что заходил сюда, чтобы как только она вернется, она сразу пришла ко мне. Сейчас никто из организации все равно не сможет заявиться в бункер. Так что, да, риска для нее никакого. О, точно! У нас же вагон поломан. Интересно, а вот организация, она ж получается, если может следить за ходом времени, она это все предвидела?
Или не предвидел? Я не понимаю, на самом деле, как это все у них устроено по времени. Господи, зачем ты книги-то уронил, гений? Ну-ка. Положить записка. Какая записка? Здесь была ложка. Этой записки бы хватило. Зачем книги? Зачем арбалет швырять? Который, кстати, где? Куда ты арбалет кинул? Короче, положить. Далее сразу маус. Шикарно. Так, и, наверное, сразу не будем тянуть. Не будем. Нам нужно улучшить секретный модуль. Какие там вещи? Книга, шерсть, доски. Ну, это прям супер изи. Сейчас все будет. Оу, задание секретный модуль 2 выполнено. По факту очень простое задание, но пока что не обольщаемся. Материалы улучшить. Ну-ка, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть мило. О, господи. То есть я понимаю, тут кухня появилась, что-то в этом духе. Типа здесь можно жить. В этой секретной комнате теперь как в гараже где-то там в Блумколе. Цветы. Ну, конечно. Вальдхару только цветы и подавай. Задание дилемма конспирологов выполнено. Кстати, здесь у нас ничего не поменялось. План все точно такой же. Тут, получается, тоже ничего нового не записывалось. Остается только Лаю дождаться. Наверное, я лучше Что это такое? Телепортироваться. Эй, ты! Ты что, уже окончательно обнаглел? Ну, привет, Лай. Да какой там привет? Ты мне зубы-то не заговаривай! Ты что устроил у меня в укрытии? Да блин, ну прости, ладно. Я не думал, что ты так это воспримешь. Это была всего лишь шутка, Шутка, да? Да успокойся. Я хотел дать тебе знать, что я тебя искал, чтобы ты пришла ко мне. А просто оставить записку «Приходи в бункер» тебе в голову не пришло? Ох, с кем только не приходится работать ради высших целей. Вот тебе бы понравилось, если бы я к тебе в бункер заявилась и все вверх дном подняла. Да нет, ну ладно, я понял, нет. Так я и думала. И вообще, почему ты зовешь меня сюда, когда гораздо безопаснее было бы поговорить в моем измерении? О, поверь, у меня есть на это причина, и она тебе очень понравится. Лая, показать сообщение. А, погоди, у нее нет планшета или что? У нее не доносятся эти уведомления? Ну да. Престон. Это то, о чем я думаю, да? Так это же получается... Получилось! Получилось, Лолошка! Да, выкуси, организация! То есть, вот, это твое. Спасибо. Как мы это так ловко, да? Я даже не думала, что получится настолько легко и быстро. Нам, конечно, очень повезло, но повезло нам, потому что мы удачно выбрали сотрудника для вербовки. Мы молодцы, Лолошка! Да стоп, успокойся, Лая. Теперь-то нам что делать? Я думаю, пока что мы ничего особо не можем сделать. Не стоит писать Питу. Таким образом, мы рискуем подставить его. Можно было бы, конечно, написать как можно более непонятно, но нет. Все-таки с каждым таким сообщением вероятность вызвать подозрение увеличивается. Ну, тут есть доля правды. Именно. Дело уже сделано. Так что остается только ждать, чем все закончится. Ждать волнений в Синклите и изменения процессов со стороны руководства. Тем временем, раз никто из сотрудников организации не может телепортироваться, мы могли бы спокойно заниматься проблемой Тадмавриэля. Помнишь о таком? Ага. Но естественно, он не появится тогда, когда было бы самое время. Я предлагаю вот что, Лолошка. Ждем еще немного, а если он не появляется, сами идем к нему в бункер. Да, слушай, Лай, мне кажется, ему это не понравится. Ой, да мне пофиг, что ему там не понравится. Он зависит от нас так же, как мы зависим от него. Так что потерпит. А пока расслабься, Лолошка. Сейчас самое время просто отпраздновать нашу небольшую победу. Пойду расскажу новости Вальдхару. Заодно занесу ему еды и проверю, как он. Бывай. Да ё-моё, куда ж ты так быстро уходишь? О, через несколько часов. Вау, прикольно. Люблю, когда вот так вот... Так, уже приехали, да? Короче, люблю, когда вот так вот быстро все пропускается. Не надо никакие модули создавать, не надо там что-то крафтить. Взял, чуть-чуть посидел, подождал. И вот мы уже можем выходить. Ну-ка, на-ка. Долго, если так подумать, она... Эй, Ло, здорово. Да, привет, Вальдхар. Лая тебе все рассказала, верно? Ага. Ну вот я и подумал, слушай, раз никто в бункер к тебе точно не заявится, грех не воспользоваться ситуацией и не затусить нам с тобой, дружище.
А то я там у себя совсем уже с ума схожу. А, я понял. Ты же и не собирался сюда ехать, то есть Лая бы просто рассказала, а ты подумал, ну ладно, приеду. А вообще, да, конечно, заходи. Забегай, забегай. Кстати, заметили, да? Ни разу бункер не поломался тогда, когда кто-то кроме меня в нем был. Вот бы увидели, как я все это чиню, как я тут страдаю, таскаю все провода, трубы и так далее. Давай, раздевайся. Я, ну, получается, не буду заряжаться. О, господи. Вот кого я вижу. Приветики, приветики, красавица моя. Ну, конечно, вот тут. Ой, молодец. Эй. Поговорить. Ой. Ну чё, как дела-то у тебя? Чем займемся? Я тут, слушай, гараж построил. Теперь, если вдруг что-то случится, я смогу привезти тебя на машине. И с улицы будет не видно, что со мной приехал кто-то еще. О, ну вот это реально классно. Ло, ты прям реально крутой. А еще я улучшил секретный модуль. Так что теперь там можно жить, Вальдхар. Жить? Да, какое-то непродолжительное время. Повторюсь, не все время, не все. Только в случае экстренной ситуации. Ну, да, конечно, хорошо, я понял. Ну что, покажешь мне, что ты тут успел наворотить-то? Да, давай, пойдем. Так, о чем же я ему сейчас поведаю? Получается, о секретном модуле? Не нравится мне эта катсцена, честно говоря. Вот знаете, когда такие катсцены, как будто сейчас будет жопа какая-то. Ну, секретный модуль ты уже видел. И, по всей видимости, мы сейчас, короче, не дождемся Тадмавриэля и сами к нему телепортируемся. Ну, я уверен. Блин, слушай, реально отвал башки. Ай-яй. И кровать тут, и цветочки. Ну, ты постарался. Ой, круто. Блин, Ло, ты всегда заботишься о моем комфорте. Матрас такой удобненький, прям вообще шик. Ну да. Ой. Все-таки явился. Блин, и Вальдхар у меня в бункере. Ой. Чёртова скотина. Ой. Господи. Отстань ты. Куда? Отстань, кому говорю. Нет. О, он услышал. Лу, чё там? Сиди тихо, Вальдхар. Да, точно, закрыться. Тадмавриэль-то, получается, вообще ни слухом, ни духом об этом, о том, что тут есть какая-то секретная комната. Ну какая же вонь, а? Эй, привет, Тадмавриэль. Погляди на это, превратил мой бункер в какой-то питомник. Смотрю, ты добавил модуль, не предусмотренный изначальными чертежами. Да, не такой уж плохой гараж получился. Я даже удивлен. Ладно. Знаешь, кстати, что-то ты долго не приходил, Тадмавриэль. А как только в организации сломались все внешние перемещения, ты сразу заявляешься. Какое-то уж больно удивительное совпадение. А что ж тут удивительного? Нет никакого совпадения. Я буквально получаю все твои сообщения с рабочего планшета. Как? Не переживай, организация это не сможет засечь. Да нет, не в этом проблема. Молчать. Теперь мы говорим о делах. Вы думали о моем предложении? Да, мы подумали насчет этого. У нас уже есть план действий, чтобы помочь тебе заполучить живую ветку в свое пользование. Но в первую очередь мы хотим прояснения условий. Что конкретно ты готов дать нам взамен? Ну я же говорил тебе, Лолошка, информацию, как вы и просили. Нет, Тадмавриэль, это не ответ. Какую информацию? Любую, которую мы попросим? Ну, разумеется, нет. Ваше любопытство должно ограничиваться какими-то разумными пределами. Ну хорошо, и как понять, разумны эти пределы или нет? У нас с тобой могут быть разные представления о разумности. Ты можешь говорить конкретнее? А ну-ка, давай-ка ты сначала мне расскажешь, что вы можете мне предложить, а я, в соответствии с вашим предложением, определю достойную с моей точки зрения цену. Ну ладно. Короче, мы предлагаем найти подходящую ветку, общими усилиями затащить того Тадмавриэля в эту ветку, а тебя переправить в ту, чтобы ты смог его заменить. То есть поменять вас местами.
А для того, чтобы тот Адмавриэль не смог вернуться в свою ветку, мы с Вальдхара можем запечатать его в этой... То есть ты не знал, что завеса пала под действием концентрированного времени, да? Да знал, я знал. Но ничто не мешает нам запечатать его внутри твоего бункера, например. Сделать завесу прямо внутри. Нам, знаешь ли, так будет даже проще. Меньше силы понадобится, и двоих первых точно хватит. Так что? Как тебе? На наш взгляд, это единственный рабочий вариант, Адмавриэль. Ну, допустим. Не такой уж и плохой вариант. Очевидно, я и сам об этом думал. Скажи мне только одну вещь, Лолошка. Каким это образом ты собираешься того-то Адмавриэля перетаскивать в эту ветку? Он настолько же силен, как и я. Ну так в плане мы будем втроем. Ты, я и Вальдхар. Ты себя в этот список включил? Очаровательно. Ладно еще, Вальдхар, но ты толком ни магией, ни искрой своей пользоваться не умеешь. Эй, я... Да и Вальдхар этот сомнительный экземплярчик. И потом, ты думаешь, тот Адмавриэль не найдет кого-то, кто мог бы помочь ему? Нет. Ваша сила по сравнению с его и моей силой — это капля в море. Я не смогу превзойти его с помощью других существ. Поэтому я сам должен стать сильнее. Так, и как ты собираешься это сделать? А это не очевидно. Мне нужен скинт. Что? Откуда я возьму тебе скинт? Ну, вообще-то это твои проблемы. Но так уж и быть, подскажу. Я вижу, что тебе приходят сообщения из отдела кадров организации, где у тебя спрашивают, что именно ты хочешь в качестве зарплаты. Делов-то, попроси скинт. Знаешь, а если я не хочу? Тогда сделка отменяется. Предоставление скинта с вашей стороны — это обязательное условие сотрудничества. Черт. Ну, допустим. А где гарантии, что ты дашь нам информацию взамен, а не сбежишь с этим скинтом? Я не думаю, что тебе сразу заплатят достаточно. Мне нужно много скинта. В зависимости от того, сколько скинта ты принесешь, столько информации я тебе и дам. Черт. Ладно. А как я могу быть уверен в том, что буду согласен с оплатой? Никак. Объем оплаты определяю только я. Оф. Как прямолинейно-то. Согласиться на условия от Адмавриэля, возразить и настоять на своем варианте оплаты, возразить и предложить заранее прийти к соглашению об оплате. Блин, ну... Я не хочу так просто соглашаться. Давайте предложим заранее прийти к соглашению об оплате. Предложим. Нет уж, Адмавриэль. Давай заранее условимся, какое количество информации и за какое количество скинта ты предоставишь. Ну давай, попробуем. Информацию вообще-то сложно измерить. Да, я понимаю, но все-таки. Черт, ничего не слышно. Из организации-то никто не мог прийти, да? Если бы это была Лая, они бы уж давно пришли сюда. Это значит... Черт, да, остается только одно. Это Адмавриэль. Умный, догадался. Стоп! Бляха-муха! Что ты делаешь? Вальдхар! Мне кажется, это очень плохая идея. Блин, реально он. Допустим, за один кристалл скинта я могу ответить на один неважный вопрос. Какое твое любимое дерево или в чем секрет твоей идеальной кожи? Все в таком роде. Блин, реально, за целый кристалл скинта? За 3 кристалла скинта я отвечу на вопрос, ответ на который поможет тебе в борьбе с организацией, но не будет затрагивать серьезных тайн мироздания или твоей истории. За 20 кристаллов скинта я уже готов рассказать одну маленькую деталь о том, как устроены миры. А вот если ты хочешь узнать что-то про себя, тебе придется заплатить гораздо дороже, Лолошка. Насколько дороже? Ну, думаю, тебе придется расплатиться целым состоянием. Условия менять я не собираюсь. Это окончательный вариант. Вот так вот, а. Блин, это очень интересно. Попросить время для обсуждения с Лай и Вальдхаром, отказать... Ладно, я в этом сезоне слишком много всегда просил время, давай просто согласиться. Вот прям сходу, согласиться. Ладно, хорошо, мы согласны.
Хотя определение цены вопроса все еще не до конца ясно. Например, вот если я спрошу тебя об Иоганнесе, это будет вопрос из первой или второй категории? Об Иоганнесе? Это настолько неважная информация, что я тебе расскажу ее бесплатно. Я так понимаю, ты нашел его бункер, верно? Да, и дневник тоже. И здание церкви староверов. О, этих интеллектуальных инвалидов. Слушай, я подозревал, что церковь с тобой вообще никак не связана, но... Иоганнес! Он же верил тому, что ты говорил о конце света. Купил у твоей компании целый бункер. Он знал, что отец это ты. О, фига себе, это было 40 серий назад. О, Лолошка. Иоганнес был не совсем обычным сектантом. В его душе было искреннее желание по-настоящему прикоснуться к великому. Это мы помним. Он был самым настойчивым, глубоко верующим из всех них. Это мы тоже помним. Тогда-то он и поставил себе цель — найти меня. Несмотря на то, что доступная ему литература почти не давала никакой правдивой информации, он перечитал ее всю и все-таки смог найти какие-то зацепки. О, вот же оно! Он выдумал свою версию истории и удивительным образом во многом угадал. Но самое главное, он угадал, что отец все еще в Архее и все еще среди них. О, так Иоганнес вот какой был. Он был в этом абсолютно убежден, пытался убедить остальных, но нет, ему никто не поверил. Иоганнес догадался, что отец — это наверняка один из самых могущественных людей в Архее. И тогда начал обращать внимание на реальность вокруг себя. Например, смотрел новости, искал информацию. И вот однажды он увидел интервью со мной на одном из главных телеканалов. И сразу узнал во мне многотысячелетнее могущественное существо. Ну-ка, что будет дальше? Представляешь, Лолошка? Он начал настойчиво добиваться встречи со мной. Но, естественно, это было не так просто. Никто не впустит человека с улицы в кабинет генерального директора важной компании. Справедливо. Но он приходил снова и снова. Снова и снова. Действительно, много раз приходил. А после снова и снова. И однажды ему повезло, Лолошка. Как только он вошел, я как раз выходил из своего кабинета. О, отец! Наконец-то! Что? Что здесь делает этот сумасшедший? Нет, я не... Отец, прошу, мне нужно благо твое! Очищение наступит! Призадумался. Именно тогда я решил приблизить его к себе. Тебя это может удивить, Лолошка, но мне не хватало друга. Лукия со мной больше не было, и никто не мог мне его заменить. И вот, наконец-то, появился кто-то, кто по преданности мог бы сравниться с моим старым другом. Ну да, другом, которого ты сам и убил. Знаешь, какое-то время мне даже казалось, что я нашел себе нового Лукия. Но нет. Довольно быстро выяснилось, что преданность Иоганнеса — это его единственное хорошее качество. Я не смог долго терпеть его непроходимую тупость и навязчивость. Вот как. И поэтому ты просто позволил ему умереть от конца времени? Ты даже не поделился парочкой фильтров с твоим единственным, как ты его там, другом? О нет, поверь, я жалился над ним. Я убил его раньше конца времени. Охренеть. Что? Но смерть от конца времени, она же моментальная. По крайней мере, для обычных людей. Ты вовсе не жалился над ним, Тадмавриэль. Ну, думай как хочешь. По поводу сотрудничества, Лолошка, мы с тобой договорились. Так что ждем первого уведомления о зарплате. И тогда-то ты принесешь мне мой скинт. Вау. Это было Это просто, блин. Вальдхар? Да, я... Но я же просил тебя не выходить из укрытия. Нет, ты просил меня сидеть тихо. Я вот и сидел. В коридоре.
Это, блин... Это было очень сложно, ложка. Твою же мать! Как же этот ублюдок меня выводит из себя, Ло, это... Я бы его убил просто! Да, я понимаю тебя, Вальт. Но раз уж ладно, мы можем получить от него хоть какую-то полезную информацию. Я изо всех сил сдерживался. Вот, Вальдхар, ты молодец. В этот раз, гляди, получилось. Ну, да, типа. А вообще, знаешь, он не перестает меня удивлять, Ло. Он этого парня своим другом назвал. Это вот такие у него представления о дружбе, реально. Чё там в голове у этого толпанутого эльфа, а? Он же реально психопатина получается. Ну да, тут ты прав, Вальдхар. Вообще, знаешь, я спросить у тебя хотел. Слушай, можно я у тебя в бункере останусь, пожалуйста? Ну, пожалуйста! У тебя тут так классно, а в моем бункере так тесно и, блин, одиноко. Пока из организации никто не может прийти, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, дружище! Блин, ну да, ладно, хорошо, наверное, можно. Мне с тобой тоже будет веселее. О, блин, спасибо тебе, дружище! Пойду опробую новую кровать. Хорошо, но знаете, у меня один вопрос все это время. А чё с гусыней? Гусыня? А, привести в чувство. Гусыня. Эй. А, серьезно? Все нормально? Реально, ты просто уснула? Господи, тебя магией просто откинули! Это жесть! Черт, я даже не знаю, как это комментировать, это сюр. Что ж, а вообще могу так сказать. Очень прикольная история про этого Иоганнеса, про это очищение наступит и так далее. То есть, получается, мы закрыли тот самый вопрос, а что же произошло с Тадмавриэлем после того, как Джон и Лолошка сбежали из... ну, по сути, оттуда, куда прибежала Лолошка. А вот это, конечно, уже поинтереснее. Допустим, за 1 кристалл скинта я могу ответить на один неважный вопрос. Какое твое любимое дерево? В чем секрет твоей идеальной кожи? Блин. За 3 кристалла скинта я отвечу на вопрос, ответ на который поможет тебе в борьбе с организацией, но не будет затрагивать серьезных тайн мироздания или твоей истории. Вот это интересно. За 20 кристаллов я готов рассказать одну маленькую деталь о том, как устроены миры. Я бы правда хотел это знать. Самое главное, мне очень интересно до сих пор понять, как это знает Тадмавриэль. И кстати, погоди! Я вижу, что тебе приходит сообщение из отдела кадров организации. А каким образом? Я только сейчас понял, что получается у него есть доступ к сообщениям организации. Чего? То есть он мало того, что знал про конец времени, но он настолько был прошарен в организации и о том, как это устроено. Ё-моё! И ведь, опять же, я напомню, в сердце вселенной они с Лукием, ну, в основном отец, знал о том, что было со мной в сезоне «Голос времени». Почему я попал в башню ведомния? Блин, как же я хочу узнать ответы. Я уверен, что мы, конечно, все это получим, но это очень интересно. С каждым разом нам дают все больше подтверждения, что да, отец это не просто чел, который типа знает и все. У него есть конкретно доступ к какой-то информации самой организации. Что ж, а обо всем этом мы будем, наверное, думать уже в следующих сериях. Для меня история, то, чем занимался Тадмавриэль, в целом закрыта. Наверное, если будет еще какая-то доп. Информация, то интересно, но в целом закрыта. А теперь пора думать о том, как достать скинт. Мне, получается, нужно сообщение в организацию, да, написать? Зарплату получить. Сделаем мы это обязательно уже в следующей серии. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк и подписаться. Ребят, ваша поддержка — это лучший буст мотивации, повторюсь в 1000-й раз. Надеюсь, вы это не забудете, не пропустите мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Гусыня моя маленькая бедненькая, а также история Тадмавриэля. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.